Друзья, всем добрый день! Вот и подходит к завершению наш очередной объект. В этом доме общей площадью 140 квадратных метров мы выполнили полный комплекс работ по монтажу инженерной сантехники, а именно монтаж радиаторной сети и теплого пола, монтаж горячего и холодного водоснабжения, а также монтаж канализации. Качество и надежность для нас важнее скорости, поэтому работаем не спеша, но основательно. На данный момент работы выполнены на 90%. Все трубопроводы смонтированы и подключены, гидравлические испытания пройдены, а радиаторная сеть уже дает тепло в этот дом. Уже завтра здесь будет залита стяжка, затем плиточные и отделочные работы. Спустя пару-тройку месяцев мы вернемся в этот дом, чтобы закончить обвязку котельной и установить чистовую сантехнику. Сегодня на этом объекте я не один. Со мной мой коллега Вячеслав. Вячеслав проведет для вас мини-экскурсию по этому дому, покажет, какие работы уже выполнены, а также расскажет о нюансах и сложностях, которые у нас возникли на этапе монтажа. Рад приветствовать вас. Сегодня с нами нет нашего мага и волшебника, который непосредственно реализовывал все работы на данном объекте. Поэтому вкратце расскажу вам о том, какие работы были проведены и с каким нюансом нам пришлось здесь столкнуться. В целом объект получился достаточно интересным. И начну я, пожалуй, сразу с того самого нюанса, о котором говорил. В центре котельной есть люк в подвальное помещение. И поэтому пришлось тщательно продумать расположение всех магистралей, которые проходят через котельную. У нас помимо системы отопления есть два санузла, в которых достаточное количество точек водоразбора. А значит, через котельную пройдет достаточное количество труб. Кроме этого, нам нужно было смонтировать 10 раздельных контуров теплого пола. Почему раздельных, скажу чуть позже. Пересекаться с водоснабжением нам не хотелось. И поэтому в данной ситуации мы приняли интересный технический ход. Все основные магистрали отопления и водоснабжения мы проложили по кругу через все комнаты. В процессе монтажа трубы периодически утапливались из одного слоя пенополистирола в другой. Такой подход позволил полностью освободить пространство для теплого пола, исключив пересечение с другими магистралями. А теперь, что касается раздельных или, если быть более точным, независимых контуров теплого пола. При проектировании системы с клиентом было решено укладывать теплый пол без проходных подводящих магистралей. Такой метод позволяет избежать охлаждения участков пола при частичном отключении какого-либо из контуров. Для этого подводящие трубы монтируются под контур, через который они проходят. Это гарантирует равномерный прогрев и полную независимость каждого контура. Дополнительно подводящие магистрали других контуров мы обозначили красным скотчем, чтобы при заливке стяжки исключить возможность их повреждения. Как уже было сказано Геннадием, система смонтирована на 90%. И для поддержания температуры в доме мы временно обвязали коллектор отопления полипропиленовой трубой. В дальнейшем на ее место встанут трубы из нержавеющей стали. Все смонтированные системы отопления, водоснабжения и теплого пола успешно прошли испытания. И в данный момент система теплого пола и водоснабжения находится под давлением. А это значит, что объект полностью готов к заливке стяжки с соблюдением всех норм и правил. А сейчас хотел бы рассказать немного о материалах и оборудовании, которые мы используем на данном объекте. Как и на всех наших объектах, мы работаем только с качественными, надежными и проверенными производителями. Примером таким служит одноконтурный итальянский котел Baxi, немецкие радиаторы Керми, а также дизайнерские радиаторы Rifar. Трубы, коллектора, фитинги мы используем компании Stout, которые производят их на лучших европейских заводах, потому что качество и надежность всегда были приоритетом в нашей работе. Все, что касается работы, материалов и оборудования по данному объекту, я вам рассказал. Если вы хотите, чтобы ваши системы выглядели эстетично, были надежными и долговечными, обращайтесь к нам в Plumber 40. Мы создаем системы, которые работают безупречно. Спасибо, что были с нами. До встречи на новых объектах.